Привет, друзья! Ситуация с арендой в Германии вышла за пределы разумного. В Мюнхене, Берлине, Гамбурге съем обычной квартиры уже воспринимается как роскошь. Люди с нормальной зарплатой вынуждены переезжать за 50-70 километров от города, лишь бы выжить. И все это на фоне политической риторики, где звучат громкие фразы о доступном жилье для всех. Но в реальности все наоборот. На рынке доминируют крупные инвестиционные фонды и, как сообщают эксперты из строительной отрасли, политика Мерца не просто их не сдерживает, а наоборот облегчает им путь. Ускоренная процедура, отсутствие реального градостроительного фильтра и массовая скупка земли под элитную застройку стали нормой. Берлин застраивается вверх, стеклянные башни, бизнес-лофты, комплексы с охраной и бассейнами. А что с жильем для обычных семей? Очереди, цены и полное отсутствие контроля за качеством. Градостроительные комиссии фактически выключены из процесса. По данным одного из отраслевых журналов, за последние 1,5 года в одобренных проектах доля социального жилья меньше 4%. Это рекордно низкий показатель. Пока для одних строят пентхаузы на крышах, для других закрывают последние общежития. И все чаще на митингах звучит прямое обвинение правительства Мерца встало на сторону капитала. Но вот вопрос, если все так плохо, что делает власть? Тем временем в повестке все чаще появляется тема защиты арендатора. Официально Мерц заявляет, что хочет сбалансировать рынок, но конкретные шаги вызывают у граждан только раздражение. Внутри правительства обсуждается так называемое налоговое послабление. Формально, чтобы сдержать рост цен, но на практике, как стало известно из утечки одного из рабочих документов, большинство льгот уходят к тем, кто владеет десятками объектов. То есть к тем, кто и создает перекосы на рынке. Семья, которая арендует однушку за 1400 евро, не получает ничего. Маленький арендодатор, который сдает жилье по разумной цене, тоже вне игры. Зато крупные сети получают субсидии, датирование и льготное налогообложение. На форумах арендаторов появляются тысячи историй, коммуналка выросла на 40%, договора стали короткими и нестабильными, агентства выставляют квартиры по цене, превышающих рыночную в 2 раза, и все равно находят клиентов. Почему? Потому что выбора просто нет. Бюро по защите потребителей фиксирует рост жалоб, но механизма влияния ноль. Нет ни горячей линии, ни компенсационных схем. Теоретически есть центр поддержки арендаторов при муниципалитетах, но даже туда уже сложно попасть. Очередь на прием на 2 месяца вперед. Проблема вышла на новый уровень национальной безопасности, потому что если жилье становится предметом роскоши, это прямой путь к массовому недоверию к системе. А в атмосфере кризиса этого хватает для запуска уличного давления. А теперь добавим к этому вторую бомбу замедленного действия – демографию. Ситуация уже не просто тревожна, она критическая. По свежим данным, рождаемость в Германии упала до самого низкого уровня с 2007 года. Официальные лица молчат, но внутри министерств начинается паника. Как признались несколько экспертов в закрытых отчетах, демографическая кривая ушла в минус, и назад ее не вернуть без радикальных решений. На федеральном уровне действует программа поддержки семей, но, как рассказывают участники заседания, она напоминает список формальных субсидий. Деньги выделяются, отчеты составляются, а на деле родители не видят ни детских садов, ни доступного жилья, ни элементарной поддержки в школах. Родительские сообщества все чаще заявляют: нам не нужны подачки, нам нужна система. Появились слухи, что Мерц готовит демографический толчок, серию быстрых стимулов, налоговые каникулы, единоразовые выплаты и расширение материнских пособий. Но внутри экспертного сообщества все чаще звучит скепсис. Это временная косметика, а не структурная политика. Особенно остро стоит вопрос в городах с высокой стоимостью аренды. Молодые семьи просто не могут себе позволить заводить детей. И если так пойдет дальше, вся экономика рискует столкнуться с нехваткой рабочей силы. Немецкое будущее буквально уходит в статистику. И пока Берлин мечется, в регионах уже бьют тревогу. Берлин может строить свои стратегии, но жизнь происходит в землях. А там уже звучит не тревога, там звучит уже отчаяние. Малые города и деревни пустеют. В школах недобор, в больницах нехватка персонала, в детских садах просто нет детей. Как говорят некоторые примеры Земли, демографическая яма – это не теория, это улица рядом. И эти регионы все чаще просят не просто денег, а политического приоритета.
но по факту получают только встречи по видеосвязи, обещания на будущее бюджеты и очередные пилотные проекты. Недавно прошла серия вебинаров с участием Мерца. Темы затрагивались серьезные: ипотека, жилье, семейный капитал. Но, как говорят наблюдатели, все закончилось на уровне презентации. Никаких решений, никакого срочного финансирования, никакого закона. Особенно нервничают в восточных землях, там, где и без того отток населения шел годами, теперь фиксируют точки невозврата. Если не дать этим районам срочный демографический импульс, вся карта Германии может измениться. А это уже геополитический вопрос. Но это еще не все. Теперь к проблемам добавляется цифровая изоляция. В Германии все чаще звучат термин, которые раньше вызывали недоумение: цифровая нищета. И это не фигура речи, а реальная проблема, охватившая миллионы граждан. Речь идет не о новейших технологиях или искусственном интеллекте, а о самом базовом – возможности выйти в интернет, получить справку, записаться к врачу или подать, например, документы. По данным Ассоциации цифровых операторов, более четверти пенсионеров в Германии не имеют смартфона, не умеют пользоваться приложениями и физически не могут подключиться к онлайн-сервисам. Добавим к этому и мигрантов, у которых часто просто нет средств на технику или подключение, и получим огромный слой граждан, выпавших из цифровой жизни. Что им предлагает система? По данным СМИ обсуждается идея 5-еврового ваучера на сим-карты. Но даже чиновники называют это символической мерой, не способной изменить ситуацию. Тем временем госуслуги все активнее переводятся в онлайн, больницы, налоги, страховые, документы – все через приложение. Те, кто в онлайне, получают доступ к системе, а те, кто вне, вылетают из нее. Цифровая идентичность превращается в социальный фильтр. В правительстве обещали инклюзивную цифровую реформу, но, как говорят благотворительные организации, на местах молчание и отсутствие решений. Вопрос остается открытым: будет ли онлайн-доступ гарантирован правом, или он останется барьером между бедными и системой. И вот тут регионы снова пошли своим путем, потому что ждать центра больше невозможно. Пока в Берлине идут обсуждения и обещания, регионы начинают действовать сами. Во многих землях появляются так называемые цифровые зоны. Это бесплатные точки Wi-Fi, курсы для пожилых, временные цифровые классы. Сначала это были разрозненные инициативы, но теперь все больше местных властей объявляют: если не поможет федеральное правительство, мы сами будем строить цифровую инфраструктуру. Некоторые земли вводят обязательные курсы цифровой грамотности при оформлении соцпособий. Другие бесплатно раздают простые смартфоны и планшеты нуждающимся. Но все это локальные минусы, не подкрепленные общей стратегией. По оценкам экспертам, страна буквально распадается на цифровые карты. В одних районах высокоскоростной интернет и цифровые сервисы, в других отсутствие связи, недоступные приложения и полная зависимость от старых бумажных форм. Именно это называют новой социальной границей. Если в прошлом бедность измерялась в еде, жилье и доходах, то сейчас в скорости интернета, наличии смартфона и умении зайти в приложение госуслуг. И вот тут возникает вопрос, который больше не игнорируют даже политики. Если цифровой доступ не будет гарантирован всем, Германия окажется расколота по принципу технологической доступности. Разрыв уже начался, и его последствия могут быть масштабнее любого финансового кризиса. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.